История с исчезнувшей пленкой — один из самых странных эпизодов в истории поисков Мокеле Мбембе. В начале 80-х годов группа исследователей из Европы отправилась в бассейн реки Конго и заявила, что зафиксировала на кинопленку некое существо, которое выглядело как огромный позвоночный с длинной шеей, двигавшийся по мелководью. Они описывали, как фигура на короткое время поднялась из воды, качнула шеей и исчезла под поверхностью. По возвращении в столицу страны экспедиция сдала материал для проявки, но спустя несколько недель оказалось, что пленка либо утеряна, либо испорчено. Официальное объяснение звучало как техническая ошибка, но участники экспедиции настаивали, кадры были, и они точно фиксировали нечто необычное. Один из техников позже анонимно заявил, что видел несколько кадров, но пленка была изъята людьми в штатском. Подтвердить это никто не смог. Этот случай стал настоящей точкой отсчета современного культа Мокеле Мбембе. Когда даже возможное доказательство исчезает, а свидетели утверждают, что оно было, легенда получает новый импульс. Почему исчезла пленка? Сбой, случайность или нечто большее? Озеро Страха. Озеро Теле. Удаленный, труднодоступный водоем на северо-востоке Республики Конго, окруженный непроходимыми болотами и густыми тропическими лесами. Это место считается центральной точкой для большинства рассказов о встречах с Мокеле Мбембе. Местные жители с поколения в поколение передают истории о существе, которое якобы поднимается из воды, оставляя за собой огромные волны и может двигаться как по поверхности, так и под водой. В некоторых отчетах говорится, что животное имеет длинную шею, небольшую голову и массивное тело, напоминающее носорога, но с гладкой кожей. Ученые, добравшиеся до озера в рамках разных экспедиций, действительно фиксировали аномальные волны, исчезновение рыбы и странные звуки. Однако ни одна из попыток сделать фотографию или видео не принесла убедительных результатов. Аппаратура часто выходила из строя из-за влажности и жары, а техника слежения не выдерживала условий болот. Несмотря на это, озеро Теле продолжает привлекать внимание и туристов, и исследователей. Почему именно это место стало центром таких легенд? Возможно, ответ скрыт в географии или в культурной памяти местных народов. Агнания и провал доказательства. Марселин Агнания, биолог из Конго, в начале 80-х годов он стал центральной фигурой одной из самых обсуждаемых историй о Мокеле Мбембе. Он утверждал, что во время научной экспедиции на озеро Теле собственными глазами наблюдал некое большое животное, напоминающее по форме динозавра. Агнания заявил, что существо было видно в течение 20 минут, и за это время он даже сделал серию фотографий. Однако, когда пленку проявили, кадры оказались либо испорченными, либо вообще пустыми. Ученое сообщество отнеслось к истории скептически, указав на отсутствие доказательств и несогласованность в описаниях. Некоторые коллеги Агнани считали, что он мог переоценить увиденное из-за жары, усталости или давления со стороны спонсоров экспедиции. Сам он до конца жизни настаивал на своей правоте, хотя больше к теме официально не возвращался. Этот случай стал одним из самых заметных провалов в истории охоты на Мокеле Мбембе. Он подчеркивает, как легко даже искреннее наблюдение может превратиться в объект споров, если отсутствует четкая фиксация и повторяемость результата. Но он также добавил популярности легенде. Современные наблюдения. Несмотря на прогресс в научных исследованиях и технологиях, сообщения о встречах с загадочным существом в джунглях Конго продолжают поступать. Только за последние 30 лет в медиа и блогах появилось не менее 2 десятков рассказов, в которых очевидцы, как местные жители, так и иностранные исследователи, утверждали, что видели животное с длинной шеей на воде. Часто в этих случаях описываются схожие детали: округлое тело, длинная шея, тихое погружение без всплесков. В одном из последних заявлений, сделанном в середине 2000-х, турист из Франции утверждал, что видел фигуру, напоминающую гигантского варана с шеей в 5 футов длиной, исчезающего в болоте. Видео, снятое с телефона, оказалось слишком размытым для анализа. Подобные истории вспыхивают в медиа, вызывают интерес, но затем быстро исчезают без подтверждения. Ученые объясняют это явление сочетанием культурных ожиданий, сенсационности и психологических факторов. Однако интересно, что с каждым десятилетием увеличивается количество сообщений именно в районах, где идет активная вырубка леса. Может ли это быть связано с перемещением животных из их привычной среды? Ошибки восприятия. Мозг человека склонен достраивать образы, особенно в стрессовых или непривычных условиях. Джунгли, туман, движение воды — идеальная среда для зрительных обманов. Многие биологи и исследователи уверены, значительная часть сообщений о Мокеле Мбембе — результат ошибок восприятия. Гиппопотам, находящийся в воде, при определенном угле может показаться существом с выступающей шеей и круглой головой. Огромные вараны, удавы, даже крокодилы в момент движения могут быть интерпретированы как нечто доисторическое, особенно если наблюдатель уже знает легенду. Мозг сам интерпретирует обрывочные детали в пользу знакомого образа.
В условиях, где вода мутная, освещение слабое, а расстояние трудно оценить, легко перепутать 10-футовую рептилию с 30-футовым монстром. Также большую роль играют слухи. Если в регионе говорят о существе, каждый странный шум или всплеск приобретает мифологическую окраску. Это не значит, что все эти случаи выдуманы. Но психологические и физические искажения могут объяснить большое число наблюдений, особенно без четких визуальных доказательств. Конголезская легенда. Легенды о загадочном существе, которое позже получило имя Мокеле Мбембе, уходят корнями в глубокую историю народов бассейна Конго. Задолго до появления европейцев племена банту и пигмеи передавали рассказы о существе, которое живет в реках и озерах, обладает огромной силой и может переворачивать каноэ. Эти истории были частью местной устной традиции, использовались как предостережение и объяснение опасных природных явлений. В одних версиях существо описывалось как водный дух, в других — как реальное животное, которому нельзя попадаться на глаза. Интересно, что описание включает в себя такие детали, как длинная шея, толстое тело и способность скрываться под водой. Некоторые исследователи считают, что речь может идти об искаженной памяти о ныне исчезнувших животных, таких как древние рептилии или крупные водные млекопитающие. Важно, что в этих историях не упоминаются динозавры напрямую. Ассоциация возникла позже, после того, как европейские исследователи попытались найти аналог в зоологии. Тем не менее, именно глубина и устойчивость этих легенд привлекли внимание криптозоологов и сделали Мокеле Мбембе символом живого ископаемого. Имя, что пугает. Название Мокеле Мбембе в переводе с языка лингала означает «тот, кто останавливает поток рек» или «тот, кто преграждает путь». Оно отражает восприятие этого существа как силы, способные влиять на природные явления. Местные жители верят, что существо может переворачивать лодки, вызывать сильные волны и исчезать без следа. Это название передает не только страх, но и уважение, как к духу, охраняющему свои территории. Интересно, что в других регионах бассейна Конго существо известно под разными именами. Но смысл часто схож — остановка движения, нарушение привычного порядка. Европейские исследователи впервые столкнулись с этим названием в начале 20 века, и их внимание сразу привлекло его символическое значение. Они интерпретировали его буквально, считая, что речь идет о реальном животном, возможно, доисторическом. Однако антропологи подчеркивают, многие африканские имена носят скорее мифологический характер, отражая культурные представления о среде, а не конкретных существ. Тем не менее, именно это имя стало флагом легенды, повторяясь в статьях, книгах и экспедиционных отчетах. Оно породило атмосферу загадки, усиливая миф о неуловимом обитателе джунглей. Миссионеры и первые свидетельства. Одними из первых европейцев, столкнувшихся с рассказами о странных существах в бассейне Конго, были миссионеры. В конце 19 века немецкий миссионер Пауль Грюн зафиксировал рассказ местных жителей о существе, обитающем в воде и не переносящем присутствие людей. Он описал, как в разговоре с пожилым вождем получил изображение на песке. Животное с длинной шеей и хвостом, напоминающее описание динозавров. Аналогичные свидетельства поступали от французских офицеров, которые утверждали, что слышали громкие всплески воды и находили крупные отпечатки следов на илистых берегах. Эти отчеты были сумбурны и противоречивы, но вызвали интерес в научных кругах Европы. Некоторые ученые считали, что речь может идти о неизвестном виде животного, другие относились к этим сообщениям как к продукту воображения, усиленного экзотикой тропиков. Тем не менее, именно миссионеры и колониальные чиновники впервые донесли информацию о Мокеле Мбембе за пределы Африки. Их записи стали отправной точкой для будущих экспедиций. Хотя доказательств они не представили, сам факт фиксации таких историй стал важным элементом в развитии мифа. Экспедиции охотников за чудовищем. Среди исследователей, отправившихся на поиски Мокеле Мбембе, особенно выделяется Рой Маккал, американский биолог, в прошлом профессор университета. В начале 80-х годов он провел несколько месяцев в джунглях Республики Конго, собирая рассказы местных жителей, исследуя берега рек и озер, устанавливая аудиозаписывающую аппаратуру. В своих отчетах он описывал странные звуки, находки отпечатков, которые могли принадлежать крупному животному, а также рассказы о ночных всплесках воды. Хотя Маккал так и не смог получить фотографические доказательства, его работа вызвала волну интереса и привела к новым экспедициям. Среди них была группа британских исследователей, включая Уильяма Гиббонса, которые предприняли несколько поездок в 90-е годы. Их цель была двойной — найти доказательства существования загадочного животного и использовать это как аргумент против теории эволюции. Эти экспедиции столкнулись с множеством трудностей, от тропических болезней до отказа местных сопровождать исследователей в проклятые зоны. Тем не менее, энтузиазм охотников за чудовищем не угас. Хотя результатом были лишь интервью и неясные снимки, каждая новая экспедиция добавляла мифу веса.
Креационисты и спор науки. История Мокеле Мбембе неожиданно оказалась вовлечена в идеологическую борьбу между наукой и креационистами. Последние сторонники идеи буквального толкования Библии увидели в легенде шанс опровергнуть эволюционную теорию. Они утверждали: если динозавры вымерли миллионы лет назад, то живой экземпляр поставит под сомнение всю концепцию. В 80-х годах Институт креационной науки США начал финансировать экспедиции в Конго, стремясь заполучить фото или биологические образцы, которые можно было бы представить как доказательства. Среди участников были энтузиасты без биологического образования, но с сильной мотивацией доказать свою правоту. Научное сообщество отнеслось к этим попыткам с критикой, обвиняя креационистов в предвзятости, нарушении методологии и подгонке фактов под заранее заданную цель. Тем не менее, публикации и доклады креационистов активно распространялись в религиозной прессе и на телевидении. Они сделали из Мокеле Мбембе символ не только мифа, но и противостояния мировоззрений. Этот конфликт усилил интерес к легенде, но также отвел ее от научной объективности, сделав ее частью культурной и идеологической борьбы. Наука против сенсаций. Современное научное сообщество с большим скепсисом относится к идее существования Мокеле Мбембе. Главный аргумент ученых — отсутствие каких-либо проверяемых биологических доказательств. За десятки лет не найдено ни костей, ни следов ДНК, ни даже обрывков шкуры или органических остатков. Отсутствие останков особенно важно. Если бы животное действительно существовало, хотя бы один мертвый экземпляр должен был бы быть найден, особенно с учетом предполагаемой крупной популяции. Ведь для выживания вида в природе требуется не один, а десятки, а лучше сотни особей. Кроме того, крупное животное не может не оставлять следов: вытоптанных троп, разоренных кустов, фекалий. Однако таких следов также не найдено. Ученые подчеркивают, что попытки связать миф с реальностью часто строятся на ошибках восприятия, устных рассказах и неподтвержденных наблюдениях. Кроме того, в тропических зонах кости быстро разлагаются, но даже учет этой особенности не меняет картины. Никаких следов, свидетельствующих о существовании крупного неизвестного животного, обнаружено не было. Наука требует проверяемости. И пока ее нет, говорить о живом динозавре можно только в рамках культурного фольклора, а не биологического факта. Голоса джунглей. Легенда о Мокеле Мбембе продолжает жить в рассказах местных жителей, особенно в отдаленных селениях у озера Теле и вдоль притоков реки Конго. Там старейшины рассказывают истории о существе, которое живет в водах и не любит, когда люди приближаются к его территории. Рассказы эти звучат не как мифы, а как реальные предупреждения. Не плыви ночью, не лови рыбу. Многие местные считают, что существо не дух, а животное, которое просто не хочет быть найденным. Они указывают на шумы, всплески и даже тени в воде. Некоторые утверждают, что видели шею, поднимающуюся над поверхностью, прежде чем исчезнуть. Для антропологов подобные рассказы — это источник информации о восприятии природы. Жители джунглей, окруженные плотной растительностью и ограниченные в доступе к современной информации, формируют свое видение мира на основе поколений наблюдений. Интересно, что большинство из них не пытается доказать существование существа, для них оно просто есть. Их опыт не сенсация, а часть жизни. Именно такие истории подпитывают интерес к Мокеле Мбембе, формируя мост между древними верованиями и современными спорами о возможной реальности мифа. Правда или миф? История о Мокеле Мбембе — это не просто рассказ о таинственном существе, скрытом в джунглях Африки. Это многослойный феномен, в котором переплелись устные традиции, научный интерес, политические мотивы и культурные конфликты. С одной стороны, мы имеем многочисленные свидетельства очевидцев, описания, сделанные миссионерами, экспедиционные отчеты, фотоматериалы и аудиозаписи, пусть и неубедительные. С другой — полное отсутствие проверяемых доказательств. Научный подход требует не только рассказов, но и физических подтверждений: костей, тканей, ДНК, видео с высоким разрешением. Этого ничего нет. Тем не менее, сама легенда оказывает глубокое влияние. Она вдохновляет исследователей, спорщиков, журналистов, конспирологов и религиозных деятелей. Для кого-то это повод усомниться в эволюции, для других — шанс привлечь внимание к исчезающим экосистемам Африки. Но в основе этой истории лежит не столько поиск существа, сколько поиск чудесного. Мокеле Мбембе — зеркало наших желаний. Узнать больше, найти то, что скрыто, почувствовать себя первооткрывателем. В мире, где все кажется уже изученным, легенда о живом динозавре напоминает: загадки все еще живут, даже если только в наших головах.